Украинские спецслужбы разоблачают ЧВК Вагнера. Служба безопасности Украины опубликовала данные загранпаспортов сотен российских граждан, которые, по мнению СБУ, участвовали в вооруженных конфликтах в африканских странах. Тему продолжит Денис Шпигов. Связи частной военной компании «Вагнера» с Кремлем продолжает расследовать Служба безопасности Украины. Ведомство на своем сайте обнародовало данные загранпаспортов наемников, которые, по их мнению, участвовали в вооруженных конфликтах в странах африканского региона, а до этого воевали на украинском Донбассе. Анализ паспортных данных более 1000 сотрудников ЧВК «Вагнера» свидетельствует, что большинство документов российских наемников оформлялось в Москве управлением, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Петрова и Баширова, исполнителей химической атаки в Солсбери. При этом номера нескольких сотен загранпаспортов, как и документы солсберецких туристов, отличаются лишь последними двумя цифрами. Кроме того, украинские спецслужбы опубликовали имена 149 боевиков, граждан не только России, но и Украины, Беларуси и других стран, которые, по их данным, принимали участие в подавлении недавних протестов в Судане. СБУ утверждает, что наемников частной военной компании «Вагнера» в страны Африки доставляли самолеты Минобороны России, а оплачивала услуги российской авиации частная фирма «М-Инвест», которую связывают с предполагаемым спонсором боевиков Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». Ранее информацию об участии россиян в суданских протестах опровергали в российском МИДе. В то же время, по мнению эксперта, Кремль при помощи таких частных военных компаний защищает свои активы. Большая часть наемников используется для защиты нефтеперерабатывающих заводов в той же Сирии, сейчас в Венесуэле. Также они выполняют боевые задачи в Судане и Центральноафриканской Республике. Здесь идет речь о личных интересах клана Путина, а именно о защите своих активов в этих странах. Деятельность ЧВК «Вагнера» началась в 2013 году в Сирии. Тогда наемники поехали охранять нефтепровод, но по факту приняли участие в гражданской войне на стороне Башара аль-Асада. Тогда, после возвращения на родину, некоторых боевиков засудили за наемничество. Однако сама идея подконтрольных власти ЧВК Кремлю понравилась. Оказалось, что доказать связь государства с частными армиями практически невозможно. Они могут их использовать в своих военно-политических целях, посылать в конфликты, защищать режимы, подавлять протесты, что очень часто происходит в Судане, например, они подавляли антиправительственные протесты. Сейчас вот поддерживают Мадуро. Но все равно можно говорить, что их там нет. И пока международное право не урегулирует статус ЧВК, Кремль и в дальнейшем будет использовать такого рода аргумент на международной арене. По сообщениям агентства Рейтер, около 400 вагнеровцев отправлены в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро. Денис Шпигов, Белсат.